Всем привет! Это Курч Crazy Train. И сегодня очередной выпуск, посвященный релизам лейбла Metal Race. Итак, сегодня это альбом гетеборгской группы Germ Bomb. Гетеборг — это Швеция, кто не знает. Там расположено огромное количество студий, базируется огромное количество музыкантов. Именно оттуда пошла в свое время волна Melodic Death, которая так и называлась, Гетеборгская волна. Так, это альбом 2019 года Just Sucked Out. Как-то перевести я так и не понял, что-то типа «суть высосана». Напишите в комментариях, кто хорошо знает английский, может быть, я ошибаюсь. Так, вот эти парни из Гетеборга, двое мрачных бойцов. Оформление альбома, как вы видите, оно такое достаточно минималистичное, черно-белое. Тексты, ничего более, такой какой-то задумавшийся о своей нелегкой судьбе человек здесь. Здесь задняя часть обложки, только трек-лист. Ну и спасибо, и название, имена музыкантов. Я не знаю, смогу ли я точно произнести, сейчас вы посмеетесь. Хампус Куйленштьерна. Это вокалист, гитарист, басист, и Пьер Ольсен. Ну вот перед тем, как начать прослушивание, я, конечно, залез тут на некоторые ресурсы, посмотрел, как определяется стиль этой группы. Пишут, что это трэш-метал кроссовер, то есть это смесь трэш-металла, хардкора, там, панка и так далее. Я послушал первый раз, сразу удивился, что меня так нагло обманывает Metal Archive, потому что никакого трэша и хардкора, тем более, я здесь не обнаружил. Но это, опять же, как всегда, мое личное мнение. Давайте начнем с самых интересных, самых первых пришедших мне на ум ассоциаций. Мне показалось, что это замедленный Ministry, то есть индустриальное влияние здесь чувствуется. Также это просто металл. Это металл, который даже не назовешь heavy metal, потому что он есть какой-то неторопливый, среднетемповый. Я бы сказал, что это похоже, может быть, на самые зачатки блэк металла, когда он только начинал формироваться, прото-блэк, что-то типа Венома и Celtic Frost раннего. И, кстати, можете в меня кидать чем угодно, вот мне показалось, что такой совсем оплеванный всеми, кем только можно, альбом Celtic Frost 88 года, как бы еще его звали? Забыл. Так вот, тот альбом, он, конечно, такой достаточно юмористический, я бы сказал, он иронично глэмовый, то есть это скорее даже пародия на глэм была у Celtic Frost. Но у этой группы, конечно, этого ничего нет, здесь действительно такой более серьезный подход, ну, тем более, что и тексты, и название песен обязываются, это такая остро-социальная лирика и остро-социальные песни. Но вот какой-то общий настрой между вот Celtic Frost и вот этим Germ Bomb мне показался очень близким. Вообще, я почитал некоторые тут критические отклики об этом альбоме, говорят, что якобы вот вокал какой-то невыразительный, или, скажем так, что он везде однообразный, не дает выплеска эмоций. Мне так абсолютно не показалось. Более того, скажу, что альбом много где ругают, а вот мне он, например, очень понравился сразу с первого раза, и тем более уж, когда я его дальше начал слушать. Наоборот, вокал здесь очень харизматичный, он хриплый, но назовем его clean vocal, то есть это все-таки чистый вокал, это не скрин, не гроул, просто хриплый вокал. И он часто подхватывается хором, он часто бывает дублирован. Иногда он выплескивает какие-то эмоции, переходит почти что на скрим. То есть я вот абсолютно не нашел какой-то однообразности в вокале. Наоборот, чувак просто выкладывается на все 100. Ну, ладно, если уж совсем придираться, то можно сказать, что действительно повторы какие-то ритмические, повторы в гитарных рифах на протяжении всего альбома, они действительно, может быть, и есть. Но я не могу назвать этот альбом тяжелым к прослушиванию, потому что, во-первых, он небольшой, там 38 с небольшим минут.
Во-вторых, все-таки песни разнообразные как по темпу, так и по различным рифовым рисункам. Тут присутствуют и соляки, а еще в одной песне даже в начале и в конце присутствуют такие фортепианные рок-н-ролльные ходы, которые мне показались, опять же, приближающими немного местами к Motorhead. Но если все это резюмировать, все-таки я бы сказал, что это неторопливый металл, причем именно времен становления Black, это прото-блэковый рисунок с хардкоровым легким оттенком и небольшим оттенком индастриала в духе Ministry что-то. Так, ну про музыку хватит, и теперь в конце, как обычно, про реализацию, да, про продакшн. Ну, не стоит даже вообще говорить о качестве записи, его мастеринге, миксе там и прочем, потому что, во-первых, это Швеция, чаще всего это залог успеха. Во-вторых, у группы это уже не первый, не второй, не третий альбом, а, по-моему, даже пятый, если я не ошибаюсь. То есть ребята опытные, они все это умеют делать. Просто, я не знаю, я не слышал их предыдущих альбомов, возможно, там и были какие-то скоростные вещи. Здесь, да, здесь они, возможно, решили замедлиться, немножко поэкспериментировать со звучанием, со своей стилистикой. Но лично для меня, человека, который слушает первый альбом из всей дискографии группы, альбом зашел просто на ура. Мне вот, например, не всегда нужны скорости. Вы сами знаете, что я и doom metal, в том числе, играю сам. Поэтому вот эти думовый темп местами мне, например, даже очень заходит. Всем рекомендую этот альбом. Не тем, кто любит скоростной трэш-метал, абсолютно нет. Но тем, кто любит интересную, хорошо записанную и качественно поданную музыку, этот альбом точно рекомендую. На этом, пожалуй, я сегодня закончу. Мир вашему дому. Определенно классный альбом. Что-то дух 80-х как-то проступает, что-то мне напоминает такое еще что-то. Может быть, даже какой-то настрой от Генри Роллинза. Помните Роллинз Бенд, альбом 94-го года? Ну, не 80-е, да, 90-е. Что-то вот даже и оттуда, я бы сказал, здесь есть какое-то влияние. Не, реально классный альбом. Where you